Друзья, всем привет! Не так давно вышли первые прошивки HyperOS Global, которые можно уже поставить сегодня на свой Xiaomi смартфон, но на те аппараты, на которых нет этого обновления, можно установить официальные обновления стоковых приложений. И потому в этом видеоролике я вам покажу, как можно улучшить свое устройство. Потому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. У меня сегодня подопытным выступает смартфон Xiaomi 13T, ну и казалось бы, это вроде бы новинка относительно недавнего времени, но на него не пришла новая прошивка HyperOS. Ну и поэтому мы будем с вами вручную улучшать данный аппарат. Ну и первое приложение, с которого мы начинаем в плане улучшений, это будет, конечно же, системная оболочка, или же другими словами, это будет у нас рабочий стол, ну как он раньше у нас звучал. Актуальная версия от 12 декабря. Вы можете с одной стороны сказать, что тут будут баги, что как бы будут проблемы с выходом на рабочий стол, что, к примеру, жест назад будет как-то залипать и лагать, но это совершенно не так. Приложение более уже оптимизированное, работа очень крутая, и в принципе я могу отметить, что никаких проблем замечено не было. По функционалу, который у нас тут с вами есть, в принципе все как и всегда. Но за исключением одной истории, о которой я вам сейчас расскажу. Это, конечно же, размер иконок. Его здесь по умолчанию не будет. Но поскольку мы с вами любим всевозможные там лайфхаки и так далее, нам для всей этой истории потребуется, конечно же, Activity Launcher. Для того, чтобы найти в этой системной оболочке как раз тот раздел, который разработчики от нас и скрыли. Почему они это сделали? Да потому что в HyperOS, если вы смотрели видеоролик на примере F5 Pro, то там я показал, что этот раздел просто взяли и перенесли. Но если мы с вами вобьем вот следующую команду, допустим Icon, далее опустимся до раздела под названием системная оболочка, и нам потребуется вот данная история Icon Customize. И вот, пожалуйста, размер значков будет присутствовать, вы можете его редактировать, можете цвет фона применять, и все будет полноценно работать. Следующая история, о которой мы с вами поговорим, это, конечно же, обновление для приложения Проводник. Оно у нас как раз под стиль новой HyperOS этой оболочки, и вы можете заметить, что действительно отличия у нас присутствуют. И вот, как по мне, данный вид и редизайн куда более вписывается в концепцию MIUI, нежели это было до этого. Никаких особых лагов, багов, там вылетов не замечено, да и в целом приложение работает очень даже стабильно. Если вы любитель приложения безопасность и его новых фишек, то у меня также есть для вас хорошие новости. Разработчики обновляют его. Но если ранее мы как бы не получали много там функционала дополнительного, то сейчас разработчики что-то прямо аж разродились на все эти изменения. Конечно же, сразу хочется отметить, что данное приложение полностью локализировано. То есть, допустим, когда вы заходите в раздел питания, у вас тут никакого английского языка наблюдаться не будет. И также, конечно, я об этом забыл упомянуть в начале видеоролика, все сегодняшние приложения у нас из глобальной прошивки, и они, конечно же, локализированы. Присутствуют у нас режимы работы батареи, вот они, пожалуйста. Все у нас, конечно же, локализировано, и данные режимы работы будут, конечно же, полноценно функционировать. Далее, защита батареи, также все переведено, и тут в принципе ничего нового сверх такого нет, как и в разделе дополнительных функций. Но это что касалось раздела питания. Если мы возвращаемся обратно в безопасность, вы можете заметить, что разработчики возвращают те самые функции, которые были добавлены, если мне память не изменяет, с обновлением 8.0 или 8.2.0, ну что-то типа такого там было. Но почему-то их потом взяли, вырезали, опять же непонятно с чем это связано, но все же данные функции у нас добавляются в MIUI 14, потому обычной установкой данного приложения вы можете добавить себе еще больше функций. Еще одно приложение, которое также стоит обновить, это приложение часы. Не сказать, что нам добавляется супер большой функционал, какие-то супер новые фишки, но так-то, редизайн под HyperOS присутствует, но и действительно это очень хорошо. Что касается новой шторки, то я не могу вас порадовать новым обновлением, потому что в новой версии HyperOS там именно та версия, которая может заботлупить ваше устройство. Но забегая немножечко наперед, там у нас появляется опция настроек, дополнительный такой
фишечки, кружочка, которая нас будет перебрасывать в настройки. Это очень удобно, да. Но, к сожалению, данную версию я не рекомендую к установке. И потому, если вы себе хотите поставить на свое устройство новую шторку, то лучше воспользоваться уже ныне существующими версиями, которые есть. И также я на эту всю историю ссылку оставлю в описании. Ну и, наверное, самое такое разрывное за последнее время — это обновление приложения «Погода». Да, наконец-то можно поставить эту самую красоту, которая была еще в китайской прошивке, но там были всевозможные моментики, которые не позволяли установить эту всю историю на глобальную прошивку. Сейчас же это все можно спокойно сделать путем банального обновления стокового приложения. Вы можете заметить, что действительно редизайн присутствует, ну и вновь таки MIUI как бы более начинает играть новыми красками. И это действительно очень хорошо. Еще из такого, что можно установить на свое устройство, это будет новый Poco Launcher, но там есть свои нюансы и моментики, потому если вам эта история будет также интересна, я на него ссылку оставлю в описании, но очень внимательно читайте то, что написано в посте, чтобы вы понимали, что там есть определенного рода проблемы. И в общем, подведя итог сегодняшнему видеоролику, могу сказать, что стоковые приложения из HyperOS действительно очень интересны. Мне лично понравился и рабочий стол, ну или же системная оболочка, и приложение «Погода» особенно. Конечно же, понравилось обновление файлового менеджера, ну и так далее. Еще вы найдете там в описании заметки, еще вы сможете найти обновление на предыдущую безопасность, но в любом случае вы сможете свое устройство Xiaomi улучшить, прокачать, добавить новых функций, ну и в принципе уже сейчас подготовиться к будущей HyperOS. Ну а если у вас еще остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментариях, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.